Нам осталось с вами связать глазки. Вначале мы вяжем белок. Берем белую нитку, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер. Вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончанию ряда у нас с вами 12 столбиков. В первую петельку провязываем 2 столбика. Это у нас с вами первая прибавка. Второй ряд прибавки через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Провязываем столбик, делаем дальше первую прибавку. Опять столбик. Третий ряд прибавки через 2 столбика. У нас с вами будет 6 прибавок, но в этом ряду мы сделаем вначале прибавку, потом провяжем 2 столбика, чтобы у нас белок был ровненький. Провязываем, делаем вначале прибавку, потом провязываем 2 столбика. Опять прибавка, 2 столбика. И так чередуете до конца ряда. У нас с вами получится в конце ряда 24 столбика. Провязали ряд, маркер извлекаем, делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, нитку выводим на изнаночную сторону. Можно завязать на узелок, можно взять иголочку и прошить. Я завяжу на узелок. Узелок завязываем ближе к центру. Один белок мы с вами связали, второй вяжете самостоятельно. Вяжем зрачок. Берем черную нитку, делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков. Колечко затягиваем и вяжем первый ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончанию ряда у нас с вами 12 столбиков. Второй ряд вяжем без изменения 12 столбиков. Довязали ряд, делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, выводим на изнаночную сторону и также завязываем на узелок. Нитку обрезаем. Зрачок мы с вами связали, второй вяжете самостоятельно. Мы с вами связали белки и зрачки. Сейчас мы на зрачках вышьем сразу блики. Вышивать мы будем с левой стороны зрачка,
они должны быть параллельны. На одном вышьем и также на втором будете вышивать, чтобы они получились одинаковые. Где-то вот по серединке зрачка. Сейчас мы один вышьем. Здесь ничего сложного нету. Вставляете иголочку, белую нитку и прошиваем стежок. Один и еще один. Можно взять двойную ниточку. Тогда можно будет прошить один раз. Вот такой блик у нас получился. Ниточку закрепим и обрежем. И также делайте на втором зрачке. Все эти ниточки потом запрячутся вовнутрь, их видно не будет. Один вышили, второй вышивайте самостоятельно. Дальше мы с вами пришиваем зрачки к белкам. Ложим, чтобы они лежали ровно и одинаково. Берем обычную швейную иголку и нитку черного цвета и по кругу пришиваем. Глазки мы сшили, пока их уберем. Сейчас мы будем пришивать ножки. Прикладываем одну ножку, закрепляете иголочками. Давайте одну закрепим, чтобы было видно, что получится. Так, вот одна ножка. И с этой стороны вторую ножку. Можете сделать маленечко повыше. Нам надо, чтобы они были одинаково пришиты. Берете иголочку с ниточкой и по кругу пришиваете одну и вторую. Ножки пришили. Дальше мы с вами пришиваем ручки. Можете приложить произвольно ручки. Так, я, наверное, вот так вот. Сейчас мы посчитаем. Я заколю ручку и скажу вам, сколько снизу рядов получается. Можно даже чуть-чуть, наверное, повыше, маленько. Вот так вот. Давайте посчитаем. Так, будем вот эти большие считать. Нижний считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть параллельно 12 ряду. Прикалываете с одной стороны и также с другой. Берете иголочку и пришиваете. Мы с вами пришили ножки, ручки. Сейчас пришиваем глазки. Я вот их уже приколола булавочками. Сейчас я вам расскажу. Сверху вот наши большие ряды отступаем 1, 2, 3, 4, 5 рядов. С одной стороны и с другой стороны. Прикладываем глазки. Прикладывайте, чтобы одинаковое расстояние было с боков. Посередине 2-3 столбика. И внизу, чтобы глазки шли по одной линии. Глазки прикалывайте. Берете обычную белую ниточку, иголочку и по кругу пришиваем. Теперь нам нужно будет вышить реснички. Вначале мы их наметим иголочками. Можно в произвольной форме.
Так, раз, два ряда у них расстояние. Здесь тоже приблизительно ставим. И на один вверху на один ряд меньше. И еще одну ресничку. Так, берем иголочку, черную нитку, где-нибудь сзади заводим иголку. Сейчас мы вышьем первую ресничку. Хвостик пока здесь оставим. Вводим сюда и выводим, где у нас вот здесь стоит иголочка. Здесь можно вытащить. Так, одну вышили. Теперь также сюда иголочку и выводим вниз. Вниз, наверное, далековато я поставила иголочку. Сюда, наверное, поближе. Сейчас я переделаю. Вы смотрите там сами. Можно сделать ресницы вообще с одной точки. Можно вот как я делаю. Так, реснички сильно не затягивайте. Подтянем. Так, вводим сюда иголочку. И сейчас мы еще оформим сам белок. Выводим с этой стороны белка. Да, вот такие у нас реснички. Прокладываем черную нитку. Мы ее сейчас подклеим. И смотрите, чтобы на одинаковом расстоянии. И выводим с другой стороны. Нитку обрезать пока не будем. Так, реснички. Сейчас мы возьмем с вами клей. Вот сюда нанесем и подклеим черную ниточку. А вот зубочистка такая. И вот сюда наносим. Так, наполнитель. И подклеиваем иголочкой
можно разровнять. Все, пускай сохнет. Один глаз мы с вами сделали, второй делайте самостоятельно. Я здесь еще подержу. Вот так вот. Глазки мы с вами сделали. Сейчас мы будем делать ротик. Берем белую ниточку, оставляете хвостик, нитку закрепляем и набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ниточку обрежем, хвостик тоже оставим. Нитку закрепляем. Это наш ротик. Сейчас мы его прикладываем. Можно также в произвольной форме. Закрепляем иголочками. Нитку вставляете в иголку, и вот эти хвостики выводим на спинку. Сейчас я один выведу. Чтобы у нас одинаково было с обоих сторон. Вводим ниточку сюда и делаем несколько стежков, чтобы нитка закрепилась. Нужно куда-нибудь вниз вывести. Все, ниточку подтягиваем и обрезаем. И также вторую ниточку сделаете. Потом так, подровняем маленько. Там смотрите сами по ротику. Потом берем обычную швейную нитку белого цвета, иголочку и пришиваем ротик маленькими стежками, чтобы не было заметно. Ротик пришили. Сейчас мы еще с вами сделаем носик. Берете ниточку, делаете кольцо амигуруми и провязываете в него 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Вяжем первый ряд. В первом ряду у нас с вами прибавки через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 3 прибавки и по окончанию ряда 9 столбиков. Провязываем столбик. В следующую петельку делаем прибавку. Опять столбик. Вторая прибавка. Столбик. Третья прибавка. И еще один у нас с вами будет ряд. Колечко подтяните.
В следующем ряду прибавки через 2 столбика. Провязываем 2 столбика и делаем прибавку. У нас 3 прибавки и по окончанию ряда 12 столбиков. Первый столбик провязываем, второй столбик, делаем первую прибавку. Опять провязываем 2 столбика, делаем вторую прибавку. Два столбика, третья прибавка. Дальше делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, выводим на изнаночную сторону, обе нитки хорошо подтягиваем. Можно завязать на узелок, можно просто обрезать. Я их вот так обрезала и вовнутрь. Вот он, наш носик. Мы его прикладываем и пришиваем. Можно еще вовнутрь маленько добавить наполнителя. Пришивайте обычными швейными нитками. Подберите под цвет вашего сердечка и пришивайте. Мы с вами все пришили. Я еще пришила бантик. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое замечательное веселое сердечко. Я надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Веселых и легких вам петелек.